Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео будет подробный мастер-класс по пошиву текстиля из самых мелких остатков и обрезков от шитья. Применений масса, также шить можно не только такое изделие, в общем, все подробно расскажу в течение этого видео. Долго тянуть не буду, приступаем. Из утеплителя я вырезала гексагон. У меня утеплитель Slimtex 150 грамм на квадратный метр. Можно использовать любой другой утеплитель, в том числе и синтепон. Вырезала по шаблону, вот такой у меня, но это не обязательно, вы можете нарисовать его от руки на картонке или на пластиковой папке. У меня сторона 9 сантиметров. Теперь я подготовила разные лоскуты, это все остатки и обрезки. И начинаю. Беру первый лоскуток, прикладываю. Смотрите, у Slimtex есть одна гладкая сторона, одна пушистая. Я накладываю на пушистую, для того, чтобы в машинку меньше забивалась пыли. Прикладываю один лоскуток, далее второй вот так лицом к лицу и делаю строчку. Прошила. Вот что получилось. Закрепок я не делаю, так как каждая последующая строчка перекрывает предыдущую. Каждый лоскуток я обязательно проутюживаю. Почему я это делаю? Так выходит аккуратнее и ровнее. Далее беру следующий лоскуток, прикладываю, как мне больше нравится. Вот так, например, можно, или вот так. Смотрю, переворачиваю лицом к лицу и также делаю строчку. Готово. Теперь лишнее я срезаю до припуска. Вот так. Далее отгибаю и снова проутюживаю. Следующий лоскуток также накладываю абсолютно без разницы. То есть я смотрю, как мне больше нравится и как подходит. И лишнее в любом случае все равно срежется. Сделала строчку, срезаю лишнее до припуска. Так как закрепки я не делаю, там, где прошито, очень легко убирать. Вот так. Так как гексагон у меня небольшой, у меня в дело идут самые маленькие и мелкие остатки, ненужные от шитья. Вот смотрите, я даже их не обрезаю предварительно, вот беру как есть и пришиваю. И как вы видите, я сначала прикладываю лицевой стороной и затем уже только складываю лицом к лицу. Ну, для того, чтобы видеть полноту картины, то, как у меня будет получаться этот блок. Напоминаю, что утюжу я на каждом этапе. Также я вот так, когда прикладываю, смотрю, чтобы мне хватало. И также вот лишнее, которое у меня выступает за гексагон, я срезаю. Вот просто беру вот по изнанке, да, и вот так срезаю лишнее. Главное не срезать больше, сделать все аккуратно. Также красиво будет смотреться, если сделать такие блоки в одном тоне. Ну, например, взять какие-то синие оттенки или красные, желтые, абсолютно неважно. Взять разные фактуры ткань. Кстати, я делаю из хлопка, но это абсолютно не обязательно. Можно также использовать и остатки от трикотажа, так как лоскуты нашиваются на основу, все они будут стабильны, не будет никакого перекоса, поэтому не бойтесь, используйте абсолютно любые ткани. А тем временем я продолжаю нашивать лоскуты, и вот сейчас снова я срезаю лишнее. Кстати, то, что я срезаю, я также не выбрасываю, оставляю для техники пицца. Кто не знает, кто впервые на моем канале, у меня есть подобные видео, и кому интересно, ссылку я оставлю на плейлист. Это сборник видео по утилизации лоскутов. Я на этом этапе немного ускорила видео, ну, для того, чтобы просто не затягивать и не делать их длинными. Думаю, что и так все понятно. Я, в принципе, показываю каждый этап, но просто не вижу смысла, потому что все повторяется. Вот смотрите, я накладываю один, второй, пришиваю, и все готово. Вот такая красота у меня получилась. И я приступаю к шитью. Для этого я также по шаблону вырезала из ткани вот такой гексагон. Это для изнанки. Он, кстати, также может быть и лоскутный. Вот так прикладываю, то есть изнанка к изнанке. Скалываю.
Далее я беру ленту шириной 4 сантиметра, а длина должна быть чуть больше, нежели ваш гексагон, то есть с запасом. Ширина, в принципе, 4 вполне достаточно, можно взять 4,5. Заутюжила начало, ну, то есть сделала как бы припуск, прикладываю вот так лицом к лицу и пришиваю на машинке. Вот что должно получиться. Вот тут у меня получается, я вам показывала, что я заутюжила, и когда заканчивала, просто также загнула и прошила. Теперь выворачиваю вот так на изнанку. Кстати, лента скроена не по косой. Это не обязательно, потому что здесь все линии прямые, поэтому укладывается она идеально. Далее подгибаю вот так и еще раз вот так. Буду пришивать потайным стежком. Для тех, кто не знает, как это сделать, как пришить обтачку, у меня есть отдельное видео, ссылку на него я обязательно оставлю. Сейчас покажу, как сделать красиво уголок. Вот так приближаю, чтобы было лучше видно. Смотрите, вот так подгибаю, выравниваю, чтобы все было ровно. Далее вот так придерживаю и вот таким образом формирую уголок. Все это зашиваю потайным стежком, как я уже и сказала. Точно так же второй уголок. И несмотря на то, что лента выкроена не по косой, так как тут только прямые линии, все ложится идеально. Вот так, смотрите, раз, и все готово. Приступаем. Вот что у меня получилось. И само по себе вот этот элемент, это уже в принципе готовое изделие. Это может быть прихватка, хотя для прихватки маловат размер, либо же подставка под горячее. Я же таких элементов сделала 7, потому что изначально задумывала изделия, но вы можете сделать их сколько угодно, совместить их, и это может получиться, например, лежанка для животного или подстилочка на табурет или на пуфик. Это может быть в зависимости от ткани, может быть даже ковриком. Также на просторах Пинтереста не раз встречала у американских мастериц такие одеяла и пледы. Выглядят очень великолепно. Ну, а я задумала свое изделие, поэтому я выкладываю по изнанке, потому что, ну, вы видите, у меня такие крупные элементы, я смотрю, как бы я хотела их видеть, потому что эта сторона будет у меня также видна. Ну, вот так выкладываю, как мне больше нравится. Если у вас какая-то однотонная ткань, либо рисунок, ну, не такой крупный, как у меня, то это, в принципе, не обязательно. Все, выложила так, как я хочу это видеть. И беру центр и любую боковинку. Вот так складываю лицом к лицу и сшиваю это потайным стежком. Сейчас поближе покажу, как это сделать. Смотрите, ниточку я взяла потолще, она должна быть достаточно плотная. Иголочка самая обычная. Вкалываю. Вот так в уголочек я прячу узелок. Вот так. И далее просто в одну сторону и в другую. Принцип такой же, как я пришивала обтачку. Ну, просто я делаю несколько стежков, затем просто затягиваю. Вот так. В одну сторону подтягиваю. И так продолжаю. Готово. Пришито 2 детали между собой. Вот так с лица, вот так с изнанки. Далее беру следующий элемент. Как вы видите, иголку с ниткой я не обрезала, то есть не делала узелок. Прикладываю следующую деталь и пришиваю. Вот что у меня получилось. То есть вы видите, что я все пришиваю только к центральной детали. Боковые стороны я не трогаю. И так продолжаю пришивать все детали. Вот что у меня получилось. Ниточку по-прежнему я не срезаю. Я буду продолжать ней шить. И смотрите, вот так выглядит лицо. Но я буду работать сейчас на изнанку. Смотрите, беру вот эти лепестки, можно так сказать. Вот так поднимаю и немного вот так с нахлестом друг на друга скалываю булавочкой. Опять же, можно их
колоть дальше, можно еще ближе. Все будет, вы когда соберете эту конструкцию, вам будет понятно. Плюс вы обязательно закалываете и смотрите, нравится вам результат или не очень. Если не нравится, всегда можно убрать булавочки, перезаколоть по-другому, то есть сделать их друг к другу ближе или наоборот дальше, чтобы такой цветочек был более раскрыт. Ну, в общем, тут дело вкуса и, ну и вообще того, что вам нужно, для чего вы это будете использовать. И когда скололи, когда увидели, что все вам подходит, вот так у меня получилось. Теперь я беру и по лицевой стороне вот так также пришиваю потайным стежком. И вот так прохожусь полностью по всему изделию. После того, как я все сшила, я беру вот эти лепесточки вот так и заутюживаю полностью все. Вот что у меня получилось. Итак, это изделие можно использовать как для швейных или каких-то других любых мелочей. Ну, то есть такая вот себе текстильная корзинка, да. В конце видео я покажу, как она выглядит у меня дома. Но также эту же вещь можно использовать в качестве защиты для овощей и фруктов на кухне. Очень удобно и приятно. А на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. А на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.